В звенящей тишине национального парка Крюгер, где каждый шорох обычно принадлежит ветру или крадущемуся хищнику, этот звук казался чем-то противоестественным и пугающим. Тяжелый мерный скрежет металла о камни и сухую растрескавшуюся землю разносился на сотни метров вокруг, заставляя птиц замолкать. Когда старый волонтер-зоолог Марк впервые увидел этого зверя в бинокль, он не сразу поверил своим глазам, ведь по выжженной траве, едва переставляя мощные, но исхудавшие лапы, шел огромный самец с изорванным ухом, за которым, словно проклятие, тянулась массивная ржавая цепь. Стальное кольцо было не просто надето на шею. Оно было вварено в грубый ошейник, который за долгие годы намертво врос в гриву и израненную кожу хищника, превратив величественного царя зверей в покорного пленника своей ноши. «Марк, посмотри на его шею». Ошейник ушел глубоко под кожу. «Как он вообще умудряется дышать с таким грузом?» Прошептал молодой ассистент, судорожно сжимая в руках камеру и стараясь не выдать своего волнения. «Он не просто дышит, он выживает на одном лишь упрямстве», — глухо ответил Марк, не отрывая тяжелого взгляда от зверя. «И самое страшное здесь не ошейник, а то, что скрыто на другом конце этой цепи в зарослях акации». Команда следовала за львом, которого они прозвали «Железным королем», 4 суток, наблюдая, как он питается лишь жалкими объедками чужой добычи и рискует жизнью в стычках с гиенами, не имея возможности быстро бегать или маневрировать в кустах. Когда лев наконец рухнул от полного изнеможения у края старой заброшенной шахты, медики ввели ему транквилизатор, и Марк, вооружившись аккумуляторной пилой, пошел вдоль ржавых звеньев вглубь колючих зарослей. Раздвинув ветки, он вскрикнул и замер, потому что там, в пыли и сплетениях сухой травы, лежали иссохшие останки второго льва, его брата-близнеца, которого выживший хищник не оставил даже после смерти. Оказалось, что львов сковали еще львятами в частном зоопарке для развлечения публики, а после разорения заведения их просто выбросили в саванну, где второй брат попал в браконьерский капкан и погиб, не в силах освободиться. Выживший лев сумел перегрызть стальные тросы ловушки, но не смог разорвать цепь между ошейниками, и все эти месяцы он волочил за собой тело брата, защищая его от стервятников и грифов, пока смерть не превратила их общую ношу в страшный груз костей. Только после того, как последнее звено было перерезано, а останки брата наконец обрели покой в глубокой могиле под старым деревом, Железный король проснулся и впервые за годы поднял голову без мучительного звона металла, медленно уходя вглубь саванны навстречу своей долгожданной свободе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.